почему мы не ощущаем себя свободными личностями изначально, почему мы ощущаем себя заложниками системы, заложниками матрицы, заложниками вообще самой жизни, да. И ответ пришел такой, что мы все части Бога, то есть это не то, чтобы как бы Бог расщепил себя, да, на отдельные части. Нет, это чистый лист изначально, на котором может быть все. И попадая этот чистый лист куда-то, он на себя, на этом чистом листе начинают прописываться определенные программы поведения, которые сформированы были той или иной культурой или средой. Всем привет! С вами Виктория Демора. И сегодня хочу раскрыть вам тайну, почему вообще так устроен мир, почему мы всем обуславливаемся, не можем ощущать себя свободными. Конечно же, очередной инсайт пришел мне опять во время душа. Просто когда мы находимся наедине с собой, нас посещают разного рода умные мысли. На самом деле это происходит соединение со своим внутренним миром, соединение с высшими силами, соединение со своей душой. Когда мы находимся в контакте сами с собой, у нас как бы открывается портал в высший мир, открывается портал для связи со своими ангелами, наставниками, со своей душой, с Богом, с высшим Я. То есть это другое измерение, я бы так это назвала. Так вот, в очередной раз мне пришло осознание, почему, опять же, это как, знаете, когда я общаюсь с людьми, бывают такие вопросы, на которые сразу в моменте ответить, ну, не то чтобы невозможно, но такие вот абстрактные вопросы, которые требуют как бы больше времени для того, чтобы собрать ответ на этот вопрос, да. И, например, то, что мне пришло сегодня, это ответ на вопрос по поводу нашей свободы. Почему мы не ощущаем себя свободными личностями изначально, почему мы ощущаем себя заложниками системы, заложниками матрицы, заложниками вообще самой жизни. Да, и ответ пришел такой, что вообще-то изначально мы все части Бога, то есть это не то, чтобы как бы Бог расщепил себя, да, на отдельные части. Нет, на самом деле на уровне, да, высшем, на самом высшем уровне, на уровне абсолюта мы все едины, мы являемся одним Богом, да, единство. То есть это, ну, если представить как океан, так вот, на высшем уровне, ну, можно Бога или Абсолют представить как океан, да, и кто такие мы в этом океане? То есть нас на самом деле в этом океане нет. Мы есть отдельные здесь, только в этом материальном мире, и как его части. Это вот все равно, что как брызги в океане, капли, да, воды, которые разлетелись в разные стороны. И вот мы являемся теми самыми каплями, но носим в себе, каждый носит в себе часть Бога. По-другому мы как бы здесь не появляемся, потому что мы все принадлежим этому единству. То есть мы все созданы, можно здесь цитировать там, все священные писания, да, созданы по образу и подобию. Это говорит только лишь одно, что внутри нас изначально есть часть божественная, часть Бога. Просто все это извратили описание, на Бога наложили какие-то образы, там, либо человеческие образы, либо это образы мифического какого-то существа, то есть вообще какой-либо сущности. На самом деле у Бога нет никакой сущности, и описать словами это невозможно. Просто наш ум, наш логос, он воспринимает только слова, а слова и символы, то есть слова, цифры, это все уже структура, это уже
сущность, по сути, то есть это уже форма, да. У Бога единого абсолюта, у него нет формы. То есть есть нечто, что проживает эту жизнь через формы, то есть через нас. А мы все, как капельки, отделившиеся от единого, да, проживаем эту жизнь как отдельные, да, в отдельной форме. Вот, поэтому не все как бы понимают, то есть чтобы это понять, это нужно очень открытую голову, open mind, как это называется, открытый ум, вот, чтобы понять, как это вообще выглядит, да. Словами описать это очень трудно. Так вот, мне пришло осознание того, что почему мы чувствуем, ощущаем себя несвободными из-за того, что часть божественная, часть единого сознания, да, высшего разума, которая проявляет себя через форму, то есть через нашу форму, она падает как с высших вибраций, идет падение в материю. Почему? Потому что материя — это низкий уровень вибрации, да, поэтому говорится, да, что падшие ангелы или там мы там какие-то рабы, то есть это все описание идет к тому, что на самом деле высшая суть находится как бы в низшем ее проявлении. Это об этом. Да? И получается, когда вот эта капля божественная падает в материю, в форму, материя — это форма. То есть когда эта капля падает в форму, то она обуславливается. То есть это вот как, если это сравнить, что у меня есть такая способность описывать все с разных точек зрения, да. Кто-то может подумать, ты не можешь нормально объяснить простыми словами и в одном направлении, да. Могу, но это очень узконаправленное объяснение. Поэтому я, может быть, много раз могу повторять одно, но описывать это с разных сторон, вот, для того, чтобы люди смогли понять, то есть разные люди смогли для себя уловить суть. Поэтому я описываю одно явление с разных сторон. Так вот, когда эта высшая суть падает в материю, да, если такими терминами апеллировать, то пока эта высшая суть падает, летит сквозь слои, да, в самый низ, она обуславливается для того, чтобы сформировалась форма. И это одно видение. Второе видение, если вы представляете высшую суть, да, или там Бога, единство, абсолют, то, что проживает мир через нас в виде света, чистого там белого света, например, да, то опущение, да, в материю или вниз — это разложение на спектр. Да? То есть когда через ту же самую там форму свет преломляется и раскладывается на разные цвета. Это уже не белый цвет, да, а это уже множество разных оттенков. Вот. Это и есть обуславливание того, что не обусловлено, того, что едино, того, что не имеет форму, да, и происходит обуславливание, когда мы рождаемся здесь, в этой матрице, на этой земле, в этом мире. Так вот, далеко я, конечно, начала. Просто мне приходят обычно инсайты в виде осознания, но чтобы описать это осознание, нужно очень как бы много информации. То есть из-за того, что у меня открытый ум и мне держится большое количество информации в голове, да, когда происходит какой-то инсайт, я это понимаю за секунду, да, но чтобы его расшифровать вам, мне нужно описать 10 страниц текста, чтобы это было понятно. Но это все равно, что, знаете, говорить, то есть мне приходит как код какой-то, да, это как на языке там программирования. Вы, когда пишете код, да, есть там определенные слова, в которые уже присвоено там определенные
шаблоны, да. Также, то есть мне приходит это вот этими как коды, да, но чтобы это потом расшифровать, нужно очень много. Поэтому вот, мне, конечно, не то, что доставляет трудности, но из-за того, что я с самого детства была таким замкнутым ребенком и неразговорчивая, да, поэтому само по себе вот говорение, то, что там я начала практиковать не так давно, то есть само по себе говорение для меня не то чтобы трудно, то есть я в голове могу очень быстро все понять, но чтобы это передать словами, для меня это большой труд. Вот. Чтобы вам было понятно, да, почему там я так говорю. Вот. Это связано с тем, что просто у меня было мало практики передавания чего-либо, знаний, ощущений, да, словами. Так вот, отвлеклась я опять. Вот если представить, что высшая суть падает сюда, в материю, да, и обуславливается, пока она падает, вот это само по себе обуславливание, оно и создает наши характеристики, которые у нас есть по умолчанию, да. Почему там многие говорят, что мы не можем до конца быть свободными, и даже там определение каких-то либо характеристик там, по дате рождения, например, там астрология или там нумерология, да, почему так много можно сказать о человеке, всего лишь, да, посмотрев его дату рождения и расшифровки по этим системам. И это и есть как раз то самое обуславливание, когда чистый свет, абсолют, в котором нет ничего и есть все, это бесконечный, безграничный потенциал, то есть и есть все одновременно, обуславливается, то есть когда он сюда спускается, на него накладывается вот это обуславливание в виде характеристик, которые потом та форма, в которую он упадет, будет проявлять из себя, да, вот. Ну, я понимаю, что есть люди, которые уже даже за этот предел вышли, и на самом деле я себя тоже таким человеком считаю, потому что мой очень сильно открытый ум, он не приемлет вообще никаких границ и интерпретации какого-либо проявления. Да, я замечаю за себя какую-то определенную направленность, проявленную, но есть способность выходить как бы из этого. Ну, как бы не то, что выходить из тела или из формы, но на уровне ума способность это есть. И именно благодаря этой способности я могу видеть вещи с разных сторон, описывать их с разных сторон. Вот. И благодаря этому очень большое количество людей с разными взглядами могут понять то, что я говорю, понять суть, которую я пытаюсь донести. Так вот, падая в материю, высший дух, он обуславливается, и другого как бы нет. Это закон этого мира, это закон этой матрицы, закон этого пространства. И он работает по принципу фрактала, да, то есть мы созданы по образу и подобию, то есть мы также и создаем себе подобных людей, то есть наши дети подобные, да, нам, то есть и мы подобны нашим родителям, да, то есть мы создаем сами себя, по сути. Так вот, из-за этого закона, то, что мы по принципу фрактала повторяем, копируем то, куда мы попали. Если вы рождаетесь, например, в какое-то там племя животных, там, в стаю волков, да, у вас, то есть вы, пока вы растете и там живете, копируете поведение этой стаи волков. Что они едят, как они себя ведут, да, какие традиции, что вообще для выживания нужно, да. То есть вы копируете все это с того общества, куда вы попадаете, где вы рождаетесь, да, и также вот рождаясь в определенной культуре или там
ну, национальность это и есть как бы культура, да. Рождаясь в определенной культуре, там, рождаясь, если вы родились там где-то в Индии, у вас будут одни особенности, да, поведения, привычки, традиции, да, рождаясь где-то там в Египте или там в арабской какой-то стране, в мусульманской какой-то стране, да, то есть у вас будут другие привычки, поведение, то есть другая обусловленность будет, да. Рождаясь в Европе, будет третья, там где-то в Америке или там в Африке или в Южной Америке или в Австралии, то есть у вас четвертая будет. Это все зависит от того, куда вы попали. И по-другому это не работает. И из-за этого, что по-другому это не работает, то есть из-за того, что изначально сам по себе абсолют, Бог, да, он не имеет никаких вообще характеристик и обусловленностей, да. То есть это чистый лист изначально, на котором может быть все. И попадая этот чистый лист куда-то, он на себя, на этом чистом листе начинают прописываться определенные программы поведения, которые сформированы были той или иной культурой или средой. Вот. И это создает у нас, потому что вот наша природа, она изначально свободная, безграничная, не обусловленная ничем. И мы эту свободу ощущаем, ну не то чтобы кожей или подкоркой, или это где-то у нас сидит внутри. То есть мы по умолчанию знаем свою божественную природу. Мы ее знаем, и она проявляется в нас именно как ощущение вот этой вот свободы, безграничности, изобилия, то есть расширение, то есть это то, что как бы и создает жизнь вообще, понимаете? То есть это вот как внутри мы знаем, что мы больше, чем вот какие-либо ограничения. Вот, если словами это выразить, то есть мы внутри знаем, что мы больше любого ограничения в этом мире, даже если это наше тело, да, не говоря уже про какие-то другие ограничения. То есть мы это знаем по умолчанию изначально, из-за того, что мы все являемся частью единого Бога, абсолюта, единого целого, высшего разума, высшего сознания. То есть кто как это описывает, да, вот. И это ощущение изначальное безграничной свободы рождает другое ощущение, когда мы попадаем в обусловленность, оно рождает ощущение, что мы в ловушке, что мы рабы, что, ну почему мы взяли вот эти вот программы поведения, и сейчас мы себя ведем вот так вот, нам не нравится, а мы сами по себе внутри, мы не считаем себя вообще даже тем поведением, которым мы себя проявляем. То есть мы со своих родителей срисовали какие-то шаблоны поведения, и мы проявляем их в жизнь, потому что они на нас как бы они у нас записались, эти программы поведения, и мы проявляем дальше в жизнь это так. Но если вы начинаете уже замечать, да, то это вас больше приближает к вашему внутреннему миру, если вы замечаете. Если не замечаете, просто многие люди не замечают, насколько они там, похожи на своих родителей, насколько они похожи на там, своих коллег, насколько они похожи на тех людей, в обществе которых они находятся. Да? Вот. Многие люди не замечают этого. Да? И если вы замечаете, то это уже первый шаг к соединению с собой, со своей высшей сутью, со своим внутренним миром, соединению с Богом, если хотите, да, с высшим разумом. Так вот, если вы замечаете, то есть на самом деле, когда вам начинает уже вот что-то не нравиться, это и есть как бы все вот эти негативные проявления, это и есть подвижки туда, что как бы наша внутренняя суть говорит, что вообще-то ты не такой, вообще-то ты не про это, как бы зачем тебе вот эта боль,
Почему ты проявляешь себя именно так? Ты же видишь, что тебе это причиняет, то есть какой-то результат не такой дает, да? Ты же видишь, что тебе это причиняет боль, да? Ты же видишь, что что-то происходит не так. Зачем ты себя так проявляешь? То есть это об этом. Когда нам начинает что-либо не нравиться, это в нас как раз пробуждается наша вот эта божественная искра, высшая суть, безграничная вот эта свобода, безграничное единство. И задача состоит в том, чтобы не игнорировать то, что нам не нравится, не игнорировать и обвинять то, что вот я родился там в какой-то там, бедной семье, необеспеченной, необразованной, поэтому, да, у нас как мозг нам объясняет же, он логически все ум у нас разъясняет, поэтому я не могу там вот это и вот это. Вот. На этом, на уровне ума мы себе это объясняем, и как бы вопрос закрыт, и дальше вот это страдание, то есть на уровне ума мы объяснили, но страдание никуда не ушло. То, что нам не нравится та ситуация, где мы находимся, как мы себя проявляем, какие результаты мы получаем, да, она же никуда не ушла. То есть объяснение на уровне ума, оно не помогает нам развиваться. Нам на самом деле нужно обращать внимание на это. То есть если нам что-то не нравится, нам обязательно нужно исправлять эту ситуацию. И на самом деле вся психология, она об этом же тоже и говорит. То есть духовное развитие и психология, они идут, ну, параллельно, можно сказать, да, но в одном направлении. То есть те люди, там, которые, ну, в религию не будем вдаваться, но те люди, которые про истинно, да, духовное развитие, вот, они, можно сказать, даже говорят на одном и том же языке с психологией, потому что это один путь. А, Один путь, и путь этот о чем? О том, что нам нужно взять на себя ответственность. Взять на себя ответственность — это про позицию, уже выйти из детской позиции, где мы считаем, что все вокруг виноваты, да? Взять на себя ответственность — это взять силу, присвоить силу, которая дана нам изначально, просто по нашей природе, по праву нашего рождения, просто по образу и подобию, просто потому, что в нас есть сила Творца, понимаете? Сила высшего разума, сила единства. Мы это ощущаем на чувственном уровне, где-то на подсознании. То есть мы это все ощущаем, но мы не знаем, как это выстроить здесь, в этой реальности, в этом материальном мире, как это выстроить экологично для нас, для всех. Вот. Из-за этого залипаем, объясняя себе умом, залипаем в страдания, не решаем проблемы, которые есть на самом деле, и продолжаем как бы плодить страдания. Оно же ведь работает, как вот наша вообще сила Творца, она же работает как фрактал. Вот начала я с того, что мне пришло осознание, как работает вот эта наша жизнь через фрактал, как мы проявляемся. То есть мы сначала обуславливаемся, и потом из этого обуславливания мы как бы отделяемся и рождаем новый фрактал. Тот фрактал, еще новый фрактал. Это если вы, ну, как вам, например, если это как рождение детей, да, создание все новых и новых людей, да, рождение детей, но они созданы по образу и подобию своих родителей. Понимаете? И дальше задача ребенка какая? Вырасти уже, отделиться от родителя психологически и создать новый фрактал, то есть нового ребенка, да, и так дальше, и дальше, и дальше. И у нас это работает, это закон этого мира, фрактальность, но она работает во всем. То есть если у нас внутри начинает пробуждаться вот эта сила Творца, мы ее можем почувствовать всегда. Все, что нам не нравится, это уже сила Творца пробуждается. Она нам говорит, что вот здесь проблема, ты должен взять на себя ответственность, присвоить эту силу и с помощью этой силы решить свой вопрос. По психологии это взрослая позиция.
выйти из позиции ребенка, встать в взрослую позицию и решить вопрос, решить проблему, избавиться от страдания. Понимаете? Так вот, если мы этого не делаем, то принцип фрактала продолжает работать. И продолжает он работать так, что на месте вот этого страдания, которое мы не избавились, мы не решили свою проблему, а ее как бы запечатлили. Вот так же, как мы обуславливались сюда, да, как бы весь остальной мир, он также на нас налипает. И все, что у нас происходит в жизни, это также на нас налипает. То есть одну проблему мы не решили. Дальше по принципу фрактала у нас из одной проблемы раскрывается еще одна проблема, еще одна проблема, еще одна проблема, еще одна проблема. Это работает таким образом. И это все сюда же. Почему бедные беднеют, богатые богатеют? Это про вопрос, это даже не про справедливость. Мы рождаемся все вообще равные. У нас у всех одинаковые тела. Да, кто-то может сказать, да, мы генетически, там кто-то больной, кто-то здоровый рождается. Есть еще, да, законы там кармы, да, и частоту рода, частоту клеток генетических, те, кто знают, они ее соблюдают, да. Вот. Просто есть крайности, я не буду сейчас в это уходить. Так вот, мы рождаемся все на равных. То есть у нас во всех есть высшая часть Бога, сознания, высшего разума, которая способна творить. Творить что? Творить — это как раз принцип фрактала. То есть это способность наша размножать. Размножать все, что, все, что угодно. То есть вопрос остается в том, что вы размножаете в своей жизни. То есть что-то вы не решили, какой-то вопрос, дальше это будет размножаться. То есть это значит вам, как бы это объяснить? То есть у нас размножается по принципу еще вот растения, да, когда растение там из зернышка, да, начинает расти. То есть если мы поливаем, да, это растение, то растет. Если мы сорняки там не выдираем, то и сорняки тоже растут. То есть вопрос, что вы поливаете. Да? Кто-то привык рассматривать это как, знаете, добро и зло. Да? Но вообще добра и зла, его не существует как такового, потому что оно есть на определенном уровне понимания человека, да, сознания. Да? На самом примитивном уровне это есть. Да? На высших уровнях этого нет. Так вот, кто-то привык пользоваться такими понятиями, что там у вас живут там два зверя внутри, да, и какого вы волка внутри себя кормите, да, хорошего или плохого. Это вот про это. То есть это то, что вы поливаете в своей жизни, на что вы обращаете внимание, да, а от чего вы избавляетесь. Так вот, если вы не избавляетесь, просто сама жизнь, она еще... Почему работает принцип фрактала? Это размножение, да? То есть принцип фрактала — это размножение. То есть вот как солнце встает каждый день, вот этот вот цикл, из-за того, что солнце встает каждый день, да, у нас каждый день создаются условия для жизни вообще-то на Земле. Да? И то же самое происходит в нашей жизни, когда мы уделяем внимание чему-то. Мы чему-то уделяем внимание каждый день. Мы поливаем каждый день своим вниманием то, что мы хотим, чтобы оно размножалось. Вот. Но тут такой момент. Например, нам какая-то задача попалась, то есть это связано как раз с развитием. Да? То есть вот когда цветочек прорастает, может быть, почва где-то какая-то твердая оказалась, и где-то ему не хватает там силы вылезти. На самом деле все задачи, которые нам даются, это про силу, да. И если нам что-то не нравится, и мы от этого не решаем задачу и не избавляемся от того, что нам не нравится, оно создает преграду для нашего роста, и в то же время благодаря тому, что солнце встает каждый день, да, мы это не убрали, и у нас это растет как сорняк.
вместе и с хорошим растет и плохое. То есть на самом деле все, что касается там зла или негатива, да, вот это вот разделение, нам сейчас вот пришло время, почему, ну, как сказать, что сейчас время там конец времен и там рождение всяких, то есть там второе пришествие Христа, вообще это про сознание, да, про сознание Христа, а не про рождение кого-то там. Вот. И говорят, что типа сейчас там наоборот, зло все как бы вышло наружу. Да, оно выходит наружу. Оно для чего вообще выходит наружу? Для того, чтобы нам нужно признать, да, что есть сорняки, что есть нечто противоположное, да, Творцу. И оно на самом деле, оно также принадлежит Творцу. Поэтому оно также имеет способность размножаться. То есть, если мы от этого не избавились, а принять на самом деле зло нам нужно в себе. В себе принять зло и научиться с помощью силы высшего света, с помощью высшего разума, с помощью силы высшего сознания, с помощью этой силы уметь воспользоваться этим инструментом для того, чтобы выкорчевывать и удалять из своей жизни то, что нам не нравится. Понимаете? То есть нам нужно, если так хотите, нам нужно зло применять для борьбы со злом. То есть нам нужно принять, что в нас есть зло, и использовать его только для того, чтобы выкорчевать вот эти вот сорняки. Понимаете? Если мы этого не делаем, то мы позволяем размножиться всему. Оно растет по умолчанию. Как солнце встает каждый день по умолчанию, мы это не контролируем, это закон. И также вот этот закон размножения фрактальный, он работает по умолчанию. То есть если мы это не убрали, вообще, если так еще разделить, да, на добро и зло, это про жизнь и смерть. То есть вообще-то как бы зла как такового, как, ну, как вред какой-то, да, что-то вот такое зло, его не существует. Все здесь про жизнь и про смерть. И на самом деле смерть, ее нужно использовать, смерть. То есть мы должны научиться убивать в себе то, что нам не нужно. Убивать какие-то вещи в своей жизни, избавляться. То есть убивать это то есть про смерть, про избавление, понимаете? Стирать. Вот. То есть нам нужно научиться убирать свой дом, избавляться от лишних вещей. Понимаете? Это, ну, как бы, это разрушение, это зло, это плохое? Нет. Организм у вас очищается, да? Это зло? Это что-то плохое? Нет. Это процесс, который мы должны принять в себе. Почему все говорят сейчас, что все это выходит наружу? Мы должны принять вот это а-ля зло, принять и воспользоваться для своего блага, чтобы размножалось только то, что мы хотим, понимаете? А избавляться от того, чего мы не хотим. И вот этот принцип фрактальности, который вот пришел мне сегодня в душе, как раз мне, знаете, как открыл глаза на то, что у нас ведь оно вот размножается все по умолчанию, принцип фрактальности, он работает по умолчанию. И наша задача как высшего разума, да, как дитя Бога, если хотите, да, как части высшего Творца, наша задача создавать тот мир, который нам нравится, тот мир, который мы хотим видеть, да, тот мир, который будет приносить нам удовольствие, радость, где не будет размножаться вот это а-ля зло. Это просто то, что мы забыли убрать у себя в доме. У нас скопился мусор, мы завязали мешок, поставили его возле двери и не стали его убирать. Что будет с этим мешком через неделю, через месяц, а через год? Что будет? И это про это. Это то, что, то есть зло, это то, что мы не захотели, мы выбрали. Мы не приняли решение, не взяли на себя смелость, не взяли силу
приняли решение не обращать на это внимание. Не обращать внимания на то, что этот мешок с мусором стоит там уже мухи, тараканы, уже начало во все это, как это сказать, плохие запахи пошли, и начало засорять наше пространство. Вот до тех пор, пока мы не обращаем на это внимание, до тех пор наши жизни не будут такими, какими мы хотим их жить. Вот, на этой прекрасной ноте я, наверное, закончу. Надеюсь, что было полезно. Надеюсь, что мне удалось донести до вас один закон, донести до вас закон мироздания, в котором мы с вами живем, который работает по умолчанию, и это не значит, что он работает нам во вред. Он работает нам во благо. Наша свобода как раз выбора и позволяет нам не только творить то, что мы хотим, но и допускать то, чего мы не хотим. И вот над этим еще надо поработать. Прекрасного времени суток. Желаю вам почаще обращать внимание на свой внутренний мир, почаще соединяться с высшим разумом, почаще обращать внимание вообще на то, что вам не нравится, и не избегать это, а решать все вопросы, решать все проблемы, не застревать в них, не позволять им размножаться. Вот. Если было полезно, буду рада за лайки, подписки. Вот. Спасибо вам. Пока-пока.